Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Мысли Чангука: «Я тебя сейчас зацелую, прямо при всех моя прелесть, если не прекратишь провоцировать». Девятое место. То, как он вцепился. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён намекнул, что у него есть любовник, с которым он делит постель, и этот любовник – Чангук». Обсуждение очень интересного момента. Что здесь происходит? Самое точное и развернутое объяснение этого момента. Мое мнение и бонус. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Чем дальше, тем больше доказательств, что мы оказались правы. Седьмое место. Тэхён пытался словить бумажное сердечко, и оно привело его прямо к руке Чангука, а потом эта смущенная улыбка Тэхёна. Судьба не иначе. Шестое место. Поведение пары. Куда ты его потащил, Тэхён? Это любовь. Пятое место. Кормит своего Чангука. Четвертое место. Забота. Тэхён, всякий раз, когда ты теряешься во тьме, не забывай искать свой свет. Третье место. Новости. Малыш Бам пришел к нам этим утром. Он такой милашка, пусть будет таким всегда.
Хочу поделиться с вами маленькими Тэйкук. Почему я вижу это впервые? Кто скрывал? BTS прокладывают сольный путь. Как и ожидалось от лидера K-pop, глобальная группа BTS решительно продвигает свой сольный путь, оставляя позади внешние шумы, такие как внутренние раздоры, связанные с их агентством Hype. Даже период военного призыва, когда все 7 участников, начиная с самого старшего участника Джина в декабре 2022 года, были зачислены в армию, не оказал на них никакого негативного влияния. Участники заполнили этот год выпуском новых сольных песен, которые они заранее подготовили в упорядоченном порядке, что привело к расширению стиля группы. Джин, которого уволили первым в июне, 15 ноября выпустит свой первый сольный полноформатный альбом «Happy» и приступит к полноценному промоушену. Он наполнил альбом песнями в сотрудничестве с мировыми звездами, такими как Wendy из Red Velvet, британская поп-группа Take That и японская рок-группа One Ok Rock, по-настоящему демонстрируя свою суперзвездную сторону. Он планирует провести сольное шоу для фанатов Джин «Happy Special Stage» в гимназии Чинчунг в Чонгу в Сеуле 16 и 17 ноября, чтобы тесно пообщаться со своими поклонниками. Тэйхён, который в настоящее время служит в армии, выпустил цифровой сингл «Friends» в марте и одновременно выпустит дуэт «White Christmas» с легендой поп-музыки Бингом Кросби 6 декабря. Эта песня представляет собой мировой хит с момента ее выпуска в 1942 году. Тэйхён, большой поклонник Бинга Кросби, планирует переосмыслить и спеть часть песни. «White Christmas» исполняли многие поп-звезды, в том числе Тейлор Свифт и Майк Бубле, но Бинг Кросби впервые официально выпустил дуэт с этой песней. Более того, он привлекает внимание всего мира, поскольку в том году, до его смерти в 1977 году, прошло 47 лет с момента его сотрудничества с Дэвидом Боуи. Работа Чимина и Намджуна также была постоянной темой для разговоров. Чимин находился в главном чарте синглов Billboard Hot 100. Документальный фильм Намджуна «Right People, Long Person», в котором рассказывается о подготовке Намджуна к его второму сольному альбому «Right Place, Long Person», выйдет в прокат 5 декабря. По мере того, как они активно продвигаются в сольной карьере, естественно, растет интерес к полноценной групповой деятельности BTS. Это произошло после того, как финансовый директор Ли Кён Джун ответил на вопрос о туре 2026 года во время телеконференции компании Hype с отчетом о результатах деятельности за третий квартал, сказав: «Мы обсуждаем план на 2026 год», что привело к различным предположениям о том, будут ли BTS в следующем году продвигаться как полноценная группа. Индустрия прогнозирует, что полная групповая деятельность BTS не будет отложена, поскольку ранее они выражали намерение вернуться во второй половине следующего года. После того, как все участники вернутся из армии в июне и в настоящее время обсуждают новый тур в 2026 году. По этому поводу Hype сообщил 7 ноября. Мы внимательно обсуждаем с участниками деятельность после их увольнения, и как только будут определены конкретные планы, такие как сроки и методы, мы объявим о них в подходящее время. Если вы сильно нервничаете сейчас, то я вам настоятельно рекомендую посмотреть, как Чангук пытается правильно сложить брошюру.
Просто Taekook проводит свой рутинный body parts чокинг. Возмущение Тэхёна – это основная причина заходить в интернет. Я вижу эти фотографии впервые. Вы видите эти веснушки? Он закрывает ушки каждый раз, когда нервничает или смущается. Источники в отрасли сообщают, что Hype до сих пор не извинились перед развлекательными компаниями, упомянутыми в спорном отчете о тенденциях в индустрии. Hype, ведущая корейская развлекательная компания по рыночной капитализации, превратилась из сияющего маяка в черную овцу индустрии. Они не только потеряли популярность среди кей-поп-фандомов, но и другие деятели индустрии развлечений дистанцируются от нее. Hype, однако, похоже, ждут, пока ситуация разрешится сама собой, вместо того, чтобы разобраться с корнем проблемы. Нынешняя реакция на Hype началась после утечки внутреннего отчета, содержащего грубые комментарии по поводу выступлений айдолов из конкурирующих агентств, а также более мелких агентств. Споры разгорелись после того, как этот отчет всплыл во время проверки Национальной ассамблеи, и в сети стали появляться дополнительные, неопубликованные части отчета. Критика усилилась после того, как Сюнгкван, участник группы Seventeen, под лейблом Hype Ladies, опубликовал заявление, осуждающее сложившуюся ситуацию. Он написал: «Мы не те люди, о которых стоит судить или говорить вскользь», и призвал людей не относиться к айдолам легкомысленно, сказав: «Мы не ваши вещи, которыми вы можете распоряжаться по своему усмотрению». Некоторые фанатские сообщества объявили бойкот Hype. Поклонники различных групп продвигают хэштеги «Бойкот Hype» и «Покинуть Hype». Фанбаза группы Seventeen, в частности, активно участвует в национальной петиции, требующей от Министерства занятости и труда лишить Hype награды «Лучший создатель рабочих мест». Инсайдеры индустрии тоже выражают недовольство. Один из источников заявил: «Это просто шокирует, когда такая ведущая компания, как Hype, выпускает и распространяет отчет, наполненный таким грубым содержанием». Hype заявили, что позвонят и извинятся перед каждой упомянутой компанией, но никаких действий не последовало. Похоже, они намерены просто отмахнуться от этого. Ранее, в ответ на шум, генеральный директор Hype Ли Джей Сен опубликовал заявление. Документ был составлен задним числом, чтобы собрать различные отклики и общественные мнения о тенденциях и проблемах отрасли. Он пояснил, что поделился документом только с некоторыми лидерами, чтобы оценить настроение рынка и фанатов, но его содержание было крайне неуместным, и пообещал связаться с упомянутыми агентствами и принести извинения. Другой источник в индустрии прокомментировал:
Кей-поп-сцену критикуют за коммодитизацию айдолов, и постоянно предпринимаются усилия по улучшению условий. Но утечка документа Hype создает ощущение, что все эти усилия были напрасными. Тот факт, что этот документ так долго распространялся внутри компании без критики, отражает ценности Hype. Артисты Hype имеют влияние, поэтому спрос на сотрудничество или совместные сцены будет сохраняться. Но осознание того, что Hype могут использовать все, что говорят о наших артистах, чтобы возвысить свое положение, не дает покоя. Многие в индустрии уже говорят: давайте избегать иметь дело с Hype. Я надеюсь, что этот документ не низведет кей-поп-сцену в целом до уровня низкосортной культуры. Недавние разногласия добавились к жалобам на высокие цены на альбомы и товары, недостаточную защиту артистов и продолжающийся спор с бывшим генеральным директором Adore Min Хэ Джин. И репутация Hype достигла исторического минимума среди инсайдеров индустрии, фандомов и даже артистов. Несмотря на это, Hype не сделали никаких новых заявлений после извинений генерального директора Ли. Председатель правления Бэнк Си Хаек, который предположительно санкционировал распространение отчета, хранит молчание, оставаясь на стороне исполнительной команды. В ситуации, изобилующей сомнениями и подозрениями, его молчание только усиливает недоверие. Чангук, выступающий в костюмах. Вы тоже чувствуете этот вайб? Я наступлю на тебя, и ты попросишь еще. Топ-10 айдолов с самой сильной аурой, и если этого мужчины нет в вашем списке, то вы явно допустили ошибку. Нежно напоминаю вам, что порой Чангук сидит, как самая очаровательная крошка. Ничего особенного, просто грудь Чангука, как конкурент китайской стене. Они не знают, что такое личное пространство.
очаровательного Тэхёна вам в ленту. Выбираем ваш мут на сегодня. Чангук на большом экране. Господь, скажи, как вынести его маленьковость? Самые целовательные носы. То, насколько открыто в глазах Тэхёна читается любовь, делает очень плохо хорошо. Ну такой он чудесный, я не могу. Нежно напоминаю о том, кто здесь амбассадор шикарности в тандеме с леопардовым принтом. Что-то на заботливом.
Этот Чангук. Понимаю Чангука. Тэхён в самом деле за гранью воображения. В этих ямочках мои слезы. Такой Чангук. Олицетворение цитаты: «Если долго всматриваться в бездну, то бездна тоже начнет всматриваться в тебя». В тысячный раз напомним вам, что будь Тэхён моделью, индустрия бы купалась в слюнях. Нежное напоминание. Чангук – самая очаровательная крохотная бусинка. Психологическое давление позой существует. Это так целовательно. Второе место. Это так интимно. И резко в комнате стало душно, закончился воздух, джинсы стали узкими и давит, стул неудобным, еще и живот свело. Бедный Чангук. Тэхён сказал: «Я буду постить то, что мне нравится». Кто бы что ни говорил, но Чангук занимает очень важное место в жизни Тэхёна. Самое главное, безусловно. Признайте уже, кто
кто все еще пытается это отрицать. Первое место. Их маленькие касания с очень большим подтекстом. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.